Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Илья Авербух, за союзом Загитовой и Медведевой будущее. О соперничестве между Загитовой и Медведевой. Самая обсуждаемая тема вокруг ледникового периода до его старта – это ведущие. Сначала, что это будет Женя Медведева, потом, что это будет Алина Загитова, потом, что это будут Алина и Женя вместе. Что происходило на самом деле? Я, конечно, очень хотел, чтобы Женя Медведева участвовала в проекте именно как участник. Женя блестяще себя показала как ведущая проекта «Ледниковый период. Дети». На мой взгляд, она очень хорошо справилась. Этот проект, этот сезон получил ТЭФИ, и это одна из заслуг в том числе и Женина. Еще в августе, когда Женя в ЦСКА тренировалась, я делал предложение с точки зрения ее выступлений как участницы. Женя тогда категорически отказалась, потому что она приняла решение выступать как участница в сезоне. Здесь все понятно. Что касается ведущих, это некая телевизионная составляющая. Потому как кто будет вести? Вообще за все отвечает руководство Первого канала, и я пока предлагаю состав участников и так далее, они согласовывают, практически всегда согласовывается, потому что моему мнению доверяют в плане того, кто поедет, артисты и так далее. Потому что это проект Первого канала, это не мой проект, как мои ледовые шоу и так далее. Велись переговоры не мной, я не вел вообще ни одного разговора ни с Алиной, ни с Женей по поводу ведения. Дальше велись переговоры и пришли к тому, что действительно сначала фигурировало, что может быть двое, потом что один. В общем договорились, что есть Алина Загитова. Мне кажется, что в итоге все сложилось нормально. Я очень хочу увидеть Женю и Алину вместе, мне кажется, за этим еще будущее, потому что вот в этом их соединении возможно и соединение болельщиков, потому что никому эти футбольные страсти, как я называю в фигурном катании, на мой взгляд, не нужны. При этом мы с такой опаской теперь уже все говорим, произнося имя того или иного спортсмена, потому что сразу какая-то вылетает история, что кто-то за кого-то там топит, он быстро переобулся, господи, какой ужас. Две великие фигуристки, Алина Загитова, олимпийская чемпионка, Женя была на этой Олимпиаде вторая, но Женя сделала очень много для фигурного катания, она дважды выигрывала чемпионат мира. Каждая перезаслуженная, каждую любим и каждую уважаем. Я думаю, что в итоге все сложилось хорошо, потому что Женя приняла решение, вернулась к Этери Георгиевне. Я всячески это поддерживаю, считаю, что это правильное решение. Дай бог, что перезапустится карьера. Даже если она не перезапустится до того уровня, как была, в любом случае это очень важное возвращение домой. Прогресс Загитовой в роли телеведущей заметен от выпуска к выпуску. Алина тяжело переживала шквал критики после первого эфира. Я думаю, что внутри себя, конечно, да, но виду никогда не показывала. Она большая умница, большая молодец. Я как могу ее всегда здесь поддерживаю и делаю все возможное для того, чтобы она чувствовала себя защищенной. Я думаю, что она все-таки отчасти закаленная ко всему, но мне кажется, что огромная часть критики, она не от того. Понимаете, проект «Ледниковый период», изначально это проект во многом для фигуристов, для того, чтобы они делали шаг в следующую жизнь. Так получилось, я не думаю, что это задача. Проект большой, есть замечания, нам очень нравится, но вот может быть, говорили бы вы чуть медленнее. Хотя бы я как форму говорю сейчас, это понятно. Это есть, ты к этому можешь прислушаться, ты с этим можешь поспорить, но это нормальный человеческий диалог. Я не говорю, что все должны бесконечно восхвалять, нет. Но не надо самоутверждаться желчью и разрушением. Но мне кажется, что Алина показала свой характер, и также в общем происходит ее становление, как и становление участников. И в этом магии проекта, от эпизода к эпизоду мы видим рост, и это тоже нельзя не заметить. Станет Алина дальше ведущей других проектов, или не станет, или для нее это будет еще одним опытом для дальнейшей жизни, и слава богу. Мне кажется, и в этом тоже суть проекта «Все учатся». Также Илья Авербух рассказал, как Глейхенгаус оказался в группе Тутберидзе. Призер Олимпийских игр по фигурному катанию,
хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что это он посоветовал Даниила Глейхенгауза в качестве тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе. Да так получилось, что ее помощник, с кем она сотрудничала, они расстались, и Этери позвонила мне. Говорит: нет ли у тебя кого-нибудь с головой, кто бы мог встать? Я уже знал, кто нужен Этери, потому что мы уже до этого сотрудничали. А Дани Глейхенгауз катался у меня в ледовом балете. Я вообще всегда ребятам в ледовом коллективе говорил: ребята, это для вас ступень. Понятно, что вы не можете всю жизнь кататься в ледовом балете, вы должны думать о том, что будет дальше, как ваша карьера будет развиваться. Я даю вам сейчас возможность получать удовольствие от выступлений. Все счастливы, но надо думать, что будет дальше, сказал Авербух. Дани всегда показывал, и я видел, что у него большой творческий потенциал, и где-то даже давал ему возможность тоже ставить, понимал, что он может, и видел, что ему тесно в ледовом коллективе, ему хочется развиваться. Поэтому сразу позвонил и говорю: Дань, мне кажется, это твой шанс, и тебе надо поехать к Этери Георгиевне. Надеюсь, что у вас все срастется. И конечно, Этери Георгиевне тоже сказал, что есть у меня хороший парень, который и с головой, и без лишнего гонора, добавил он. Тутберидзе открыла ящик Пандоры этих сумасшедших прыжков. Илья Авербух считает тренера Этери Тутберидзе великим тружеником. Вы знаете, я думаю, что почему я за Этери Георгиевну, я вот за труд. Потому что объективно, когда я вернулся в Россию после завершения карьеры, да, у нас были титулы с Ириной Лобачевой, и в принципе, это немножко помогало открывать двери, но все, что создано без помощи кого-либо. Это как лягушонок, который масло взбил. Вот о родственности вы говорите, я считаю, что Этери Георгиевна именно так же взбивала масло, только в своей, тренерской стезе. Я знаком, я вижу, насколько это великий труженик, именно за счет такой вот целеустремленности. Я вижу в этом родство души, сказал Авербух. Она также где-то вовлечена, и также я чувствую такую же незащищенность в социальных сетях, она не любит это все, и я. Дайте нам работать внутри катка, и не трогайте нас, не обсуждайте. Просто дайте нам делать свое дело. Я вот с ней это чувствую, какое-то понимание и при этом огромное уважение, потому что она революционер в своем направлении, она открыла этот ящик Пандоры этих сумасшедших прыжков, и то, что сейчас происходит, это все равно все пожинают плоды работы Этери Георгиевны, добавил он. По словам Авербуха, Тутберидзе стала ледоколом, который прорубил и вывел на другой уровень женское одиночное катание. Не только в России, в мире. А дальше уже естественно, как всегда, все бегут и все рассыпается, отметил он.